Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Почему вы все еще один? Такой довольно психологический расклад будет у нас сегодня, непростой. Но все же, я думаю, вы много интересного узнаете. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вот знаете, у меня такое ощущение складывается, что вам начинает нравиться быть одному. Вот с одной стороны, да, вот женщины нет, я не вижу у вас рядом любимой женщины. Но как-то вы начинаете кайфовать от того, что вам никто не выносит мозги, вы что хотите, то и делаете. Вы можете поехать куда хотите, вы можете тратить куда вы хотите деньги, да, и вам никто ничего за это не скажет. Вот вы в чем-то кайфуете даже, да. Причем я вам скажу, что периодически, хоть вы и кайфуете, но нет-нет, а посещают все равно вас негативные мысли. Давайте посмотрим, по поводу чего у вас эти мысли. По поводу женщины. Вот с одной стороны, вроде бы вы и кайфуете, и хорошо, без женщины, да, что хочу, то и делаю. Но периодами вот как накроет грусть, печаль, тоска, вот именно в плане личных отношений. Вот бывает так, взгрустнется, вот было бы хорошо, если бы рядом любимая женщина была, да. Но вот как-то нет доверия у вас с женщинам. Абсолютно нет доверия. Почему нет доверия? Давайте смотреть, уточнять. Здесь проигрывается негативный прежний опыт. Вот в вашей жизни была женщина, которую вы любили, которую вы кружили. Она себя вела как-то, ну вообще, начиная от того, что она абсолютно несерьезно себя вела, вот как-то человек, который живет играючи, человек, который, ну, особо не думает о последствиях, да, о завтрашнем дне, а вы ее любили, вы ее кружили, да, это не оценилось, у каждого своя трагедия проигрывается, мы сейчас не будем углубляться, но то, что у вас вот негативный жизненный опыт, и вы уже опасаетесь просто обжечься уже второй раз. Но опять же, смотрите, с одной стороны, у вас проигрывается кайф, да, а с другой вам плохо. Почему? Давайте еще уточним, почему вам плохо, потому что здесь не только бывшая, здесь не только. Я сейчас хочу посмотреть, вот уточнить все-таки, почему вам еще плохо, вот бывает накрывает, да, почему? Смотрите, здесь два момента. С одной стороны, вы опасаетесь, да, повторения вот этих измен, каких-то обманов, да, вот этой вашей жизненной трагедии, которая произошла. С другой стороны, смотрите, опять же, мы раскрываем сейчас вот наш расклад, мы в процессе, вот я буду и психологически объяснять, да, вот кто не знает, то я психолог высшей категории, поэтому я объясняю. Вы еще опасаетесь, что вот когда у вас будут новые отношения, да, помимо вот этих опасений, что изменит новое, там, предаст, у вас еще есть опасения другого характера. Вы ведь такой человек, который вы, ну, растворяетесь в своей партнерше. Это здорово, это на самом деле, да, это здорово. Но я уже не раз в своих видео говорила, что ну, не нужно растворяться в своих партнерах, потому что, ну, к хорошему тоже ведь очень быстро человек привыкает. И к плохому, и к хорошему человек быстро привыкает. А вы такой, что вот вы влюбляетесь, все, весь мир погас, вот одна она единственная. Вы начинаете задаривать, может быть, подарками. Вы стараетесь 24/7 проводить с ней время. То есть вы полностью все отдаете. Вы до последней клеточки готовы ей все отдать. Понимаете как? К этому человек очень быстро привыкает. Я уже не раз об этом говорила. И когда это воспринимается не как какой-то уже сюрприз, да, как какая-то приятная неожиданность, да, вот какой-то подарок, допустим,
Женщина знает, что да, он придет, он завтра мне принесет очередной букет цветов. Да, казалось бы, с одной стороны, это классно, это супер, но женщина это уже не воспринимает. И вы сами себя обесцениваете. Понимаете, вот такими, казалось бы, хорошими поступками, да, вы любите, вас любовь распирает, но нужно дозировать свою любовь, свои вклады в женщину, нужно дозировать. Это касается и женщин по отношению к мужчинам, да. Нужно любить себя, нужно уметь говорить слово «нет» даже любимому человеку, да. Нужно показывать, что у тебя тоже есть свои какие-то желания, хотелки. То есть здесь много разных таких моментов. А вы этого, к сожалению, ну не очень умеете. Вот вы растворяетесь, да, это классно поначалу. Как, я вот вам скажу, даже как женщина, да, я общаюсь в женских коллективах, у меня много женщин-клиенток, я знаю, что и как происходит. Женщины поначалу, да, кайфуют от таких мужчин, что вот он меня задаривает, залюбливает, я все, что хочу, я получу. А потом она начинает уже раздражаться, да, он одно и то же делает, он меня уже задолбал своими цветами, там, подарками, он меня достал своим вниманием, я хочу побыть одна, у меня нет личного пространства, ну, в таком плане, да, я сейчас утрирую немножко, но вы суть улавливаете. Поэтому вот я вам говорю, еще у вас есть проблема, вот ваши опасения, вы сами это понимаете, вы переживаете, что вы все равно, вы в новых отношениях, вот если вы влюбитесь, вот именно влюбитесь, вы снова будете задаривать, вы будете, ну, ушаты просто выплескивать, ушат своей любви. А нужно это делать дозированно. Я не говорю, что нужно холодно относиться, нужно ничего не покупать, не нужно перекручивать, ребят. Я хочу, чтобы вы это поняли, что это есть, да, это есть ваша проблема, это есть ваше опасение. Вы из-за этого сами еще можете даже подсознательно, ну так, немножечко стопорить свои новые отношения. Вы из-за этого можете опасаться вступать в новые отношения, потому что помимо того, что а вдруг предадут, а вдруг сделают больно, плюс еще вот эти другие опасения. Я начну опять ее кружить. Вы прекрасно понимаете, что вот я влюблюсь, я начну снова в нее вкладываться, я начну весь мир к ее ногам, а она опять предаст. Понимаете? То есть здесь коса на камень находит, здесь вот именно собака зарыта, где могут возникнуть ваши сложности. Смотрим дальше еще. Почему вы один? В чем еще может быть ваша проблема? Знаете, еще момент такой. Вы присытились, вы еще в каком-то смысле присытились от вот этих вот, знаете, как же это назвать? Ну, назовем присмыкаться, да, извините уж, как назвала, да, не хочу никого обидеть. Вам надоело даже угождать бывшей. Вот вам надоело, вы опять же боитесь, да, но это в принципе выходит из этого, что я только что говорила, что вы будете плясать под дудку, но уже новой женщины. Видите, у нас как бы расклад, как я не раскладываю, но вот крутится вокруг одного и того же, да, вот ваше чрезмерное залюбливание и ваши опасения. Опасения, что вам сделают опять больно. Видите, вот как бы я ни ложила, вроде бы другие карты, но опять же смысл один нам показывает. Вот два таких момента, которые не дают вам вступать в такие полноценные новые отношения. Так. Вы это понимаете, вы это прекрасно понимаете, и от этого вам не легче. Вот знаете, может даже проигрываться ситуация, что некоторые из вас вот все-таки примут даже решение, что вот я буду просто в отношениях, да, вот я жить ни с кем не буду, но я буду так встречаться, так скажем. Вот именно из-за вот этих вот, ну, как бы опасений ваших. Вот как ни крути, их очень много. Вы себя еще любитель накручивать, вы любитель, знаете, вот сами себе мозг выносить, если так по-простому.
Плюс еще может проигрываться вот, ну, я не могу назвать это лень-матушка. Ну, хотя, в принципе, может быть и лень, да, у кого как. Вот и хочется, и колется, да, но вы как подумаете, что, боже, опять ее завоевывать, опять все сначала, вот новую женщину, да, опять все начинать с нуля. А как получится, насколько быстро я ее смогу завоевать, а полюбит ли она меня, а не предаст ли она меня. Ну, то есть уже даже у некоторых может проигрываться, что лень суетиться. Хоть и хочется где-то глубоко в душе, да, конечно же, хочется любить и быть любимым, ну, все мы живые люди, но не хочется повторения. Вот настолько вот тяжело вам дались прежние ваши отношения, что опять, это, знаете, это как родители, у которых ребенок идет в первый класс. Это, боже, а это опять с первого класса учить уроки. Это опять таблицу умножения учить и все по новой. Второй раз школу проходить, да? Ну вот из такой серии. Поэтому тараканов очень много, опасений очень много. В вашей жизни появится женщина, я вас могу утешить. Это уже как резюме небольшое, да? Вы один не будете. Вы один не будете, у вас будет женщина, причем именно для семьи, вот хозяйская такая. Она будет простенькая. Я не скажу, что она там какая-то супер-пупер звезда, королева. Она будет самая обычная средняя женщина, но она будет очень домашняя. Она будет очень любящая. Именно с ней у вас как раз и зародятся настоящие чувства, которых вы так сейчас опасаетесь. Именно с ней вы будете и в радости, и в горести. Именно с этой женщиной вы будете вот в какой-то гармонии с самим собой. Вот она, знаете, она по своей природе, она более такая спокойная какая-то. Вот она не зажигалка абсолютно. Она такая спокойная, она очень уравновешенная, очень такая гостеприимная, деликатная, хорошая хозяйка. И с ней вот вы подуспокоитесь. Помимо того, что и чувства здесь будут, взаимные чувства, но и как-то вот она, знаете, как ваша будет домашняя успокоительная. Вот именно с ней вы обретете тот баланс, знаете, позицию спокойствия. Вы прекратите наконец-то себе сами мозг выносить и накручивать себя, а вдруг, а что. Вот как-то вы ей доверитесь. Вот доверитесь и все. Это, ну, я думаю, это дорогого стоит, что она настолько сумеет своими поступками прежде всего вас расположить. Вот даже у нас на дне колоды, да, вот карта, когда абсолютный такой штиль в душе, когда это не эмоции кипят, бурлят, когда постоянные какие-то переживания, да, какие-то скандалы. С этой женщиной вот будет очень гладко, ровно, да, но, конечно же, не без любви. Вот гармония прежде всего. Это настолько здорово, когда у человека есть гармония и спокойствие и в душе, и в отношениях, да, и по работе все хорошо. Вот именно эта женщина подарит вам покой. Ну, просто учитывайте в своих дальнейших отношениях то, что я вам говорила в начале расклада. Дозируйте, дозируйте, сколько вы, ну, как вы вкладываетесь, да, и ей немножечко времени, и немножечко себе на свои какие-то дела, заботы, да? А не так, что я 24 часа с ней, я ее люблю, я ей то куплю, я с ней буду проводить все свое свободное время, да? А потом, а как же я? Вот очень часто возникает вопрос, а как же я, да, а почему же я на себя не нашел времени, а мне некогда, потому что я на нее все потратил, да, я все свое время потратил на нее. И отсюда начинаются разные проблемы. Дозируйте, учтите те пожелания, которые я вам рассказала в начале расклада, и у вас будет все отлично. Вот такой был расклад, ребята. Я думаю, вы все-таки поймете, проанализируете, да, может быть, свои прежние отношения, как и что. Может быть, кто-то поймет ошибки, где вы ошиблись, чтобы уже не допустить это в новых отношениях. Чего я вам всем желаю? Поскорее встретить ту единственную, с которой вы будете в полной гармонии и любви. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.
Делитесь видео с друзьями. И всем пока!